Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. В этом видео я подробно расскажу, как сделать шоколадный бенто-торт. И приготовить дома такой маленький тортик получится у каждого. Начнем с приготовления шоколадного бисквита. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Он готовится очень быстро, поэтому я сразу включаю разогреваться духовку до 180 градусов. В миску вбиваем одно яйцо, добавляем щепотку соли, 58 граммов сахара и взбиваем миксером до светлого и пышного состояния. Масса должна хорошо увеличиться в объеме. На это уйдет примерно 5-7 минут. В итоге у вас должна получиться вот такая воздушная масса. Ко взбитым яйцам добавляем 63 грамма молока, обязательно комнатной температуры, и 15 граммов растительного масла без запаха. И взбиваем миксером еще буквально 1 минуту до однородности. Отдельно соединяем 54 грамма муки, 10 граммов какао, 1/4 чайной ложки пищевой соды и столько же разрыхлителя. Немного перемешиваем. И в 2-3 приема просеиваем ко взбитым яйцам. Дальше перемешиваем уже лопаткой, аккуратными движениями снизу вверх, чтобы сохранилась воздушность теста. Слишком долго перемешивать не нужно. Как только масса стала однородной, можно останавливаться. Вот такое воздушное шоколадное тесто должно получиться в итоге. Теперь можно переходить к выпечке. Так как бисквит на бенто-торт получается маленький, я буду выпекать его в такой бумажной одноразовой формочке. Это форма для куличей диаметром 10 см, но также подойдет и 12 см. Если у вас есть металлическая разъемная форма такого же диаметра, можете использовать ее. Выливаем тесто в форму и отправляем выпекаться при температуре 180 градусов 15-20 минут. У меня бисквит уже готов. В моей духовке он выпекается ровно 20 минут. Готовность обязательно проверяем деревянной зубочисткой. Она должна оставаться чистой и сухой. Даем ему немного остыть. Затем я делаю небольшие надрезы и достаю из формы. Оставляю на решетке до полного остывания. Затем его желательно завернуть в пищевую пленку и оставить в холодильнике немного отлежаться, буквально 1-2 часа, чтобы в нем распределилась вся влага и при нарезке он меньше крошился. Теперь приготовим вишневую начинку. В сотейник кладем 65 граммов замороженной вишни, к ней добавляем 50 граммов воды, 35 граммов сахара, затем ставим на средний огонь и периодически помешивая, ждем, когда вишня полностью разморозится и пустит сок. Отдельно соединяем 10 граммов кукурузного крахмала и 30 граммов холодной воды. Хорошо перемешиваем. Как только появятся первые признаки кипения, вливаем воду с крахмалом и постоянно помешивая, увариваем до загустения. Это займет буквально 1-2 минуты. Затем снимаем с огня, перекладываем в другую мисочку, накрываем пищевой пленкой и оставляем полностью остыть. Обычно бисквит с начинкой я готовлю накануне и собираю тортик уже на следующий день. Но также можно приготовить утром, во второй половине дня собрать тортик, и к вечеру он будет уже готов. После того, как бисквит и начинка полностью остынут, можно заниматься приготовлением крема. Все ингредиенты для крема обязательно должны быть холодными. В миске соединяем 300 граммов сливочного сыра, 60 граммов сливок жирностью 33% и 60 граммов сахарной пудры. Немного перемешиваю все лопаткой, чтобы пудра не разлетелась. И затем взбиваю миксером до однородного и плотного состояния.
Я готовлю классический крем-чиз, мне он больше нравится, но также можно приготовить и крем-чиз на масле. Он получается более стабильным и плотным. Ингредиенты и процесс приготовления для него я пропишу дополнительно в описании под этим видео. У меня крем уже готов. Он получается достаточно мягкий, но при этом хорошо держит форму. Слишком долго его не взбивайте, иначе есть риск его уже перевзбить. Поэтому, как только он стал однородным и плотным, можно останавливаться. Дальше делю крем на две части. Одну часть перекладываю в другую мисочку и буду использовать его для покрытия торта. Пока убираю его в холодильник, а во вторую половину я добавлю шоколад и буду использовать его для сборки торта. 15 граммов горького шоколада растапливаю короткими импульсами в микроволновке до жидкого состояния. К растопленному шоколаду кладу пару ложек крема и хорошо перемешиваю. Так как крем у нас холодный, а шоколад теплый, это нужно сделать, чтобы выровнять температуру и шоколад в креме не пошел комочками. Затем добавляем в общую массу и перемешиваем до однородности, но не слишком долго. Я немного перемешиваю миксером и затем домешиваю уже лопаткой. С добавлением шоколада у крема получается более насыщенный шоколадный вкус, но если нету шоколада, его можно заменить на 1-2 чайные ложки какао. В итоге получается вот такой красивый и очень вкусный шоколадный крем. Теперь берем наш остывший бисквит и аккуратно срезаем шапочку. А сам бисквит разрезаем пополам. Для нарезки бисквита я использую обычный зубчатый нож для хлеба, мне им удобнее. В итоге получается вот таких два маленьких, красивых и очень мягких коржика. У меня для сборки торта все готово. Пропитывать бисквит сегодня я буду молоком, но также можно сделать сахарный сироп или кофе, получается тоже очень интересно. Шоколадный крем я переложила в кондитерский мешок и наношу небольшое количество на бисквит. Равномерно его распределяю. Затем по краю делаю бортик. И в середине распределяю вишневую начинку. Накрываю вторым коржом, немного его прижимаю и также пропитываю молоком. Оставшимся шоколадным кремом я покрываю тонким слоем бока и верх торта, чтобы запечатались все крошки. После этого торт необходимо убрать в холодильник на 30-60 минут, чтобы крем хорошо схватился. И только после этого можно переходить к оформлению. После того, как тортик стабилизировался, достаем отложенный крем и покрываем им бока и верх торта. Выравнивание такого маленького тортика ничем не отличается от выравнивания большого. Если у вас есть поворотный столик, можете его использовать. С ним будет гораздо удобнее и быстрее. Что касается оформления таких маленьких тортиков, то обычно его делают минимальным. Скоро весна, хочется уже чего-то яркого, поэтому сегодня мне захотелось сделать маленькие цветочки. Небольшое количество крема я окрасила в желтый цвет, переложила в кондитерский мешок и делаю вот такие маленькие желтые цветочки. Конечно, украшения уже на ваше усмотрение. Можете что-нибудь нарисовать или сделать какую-нибудь надпись. После оформления при помощи палетки переношу тортик на пергамент. Затем аккуратно натягиваю за уголочки пергамента и переношу в коробочку специальную для бента торта. В итоге получается такой отличный подарок для близких, или можно его просто приготовить для домашнего чаепития. Вес такого тортика 500 граммов,
и рассчитан он на одного-двух человек. По-моему, получился очень красивый бенто-тортик с таким весенним дизайном. Его вкус ничем не отличается от большого и выглядит он очень мило. Мягкий шоколадный бисквит, нежно-сливочно-шоколадный крем, а вишневая начинка отлично дополняет шоколадный вкус. На самом деле это одно из моих самых любимых сочетаний в бисквитных тортах. Надеюсь, мое видео было для вас полезным и буду рада, если вы напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Если будете готовить, то обязательно присылайте свой результат ко мне на почту или в мою группу ВКонтакте. Все ссылки есть в шапке моего канала. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!